Привет всем, меня зовут Надя, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы будем вязать опять круглую сумочку. Очень часто меня спрашивают, с какого изделия начать вязать, если вы совсем не умеете вязать. И я предлагаю начать учиться вязать именно с такой сумочки. Для этой сумочки я заготовила два таких мотка. Это пряжа карамель от пряжи Центр. У меня цвет хурма и характеристики ее: 200 грамм, 75 метров, 80% полиэфир, 20% кашмелон. Ссылку и промокод на пряжу вы, как всегда, найдете внизу под видео. Учиться вязать спицами я всегда предлагаю с шарфиком. А вот крючком я училась вязать по круглым салфеткам. Совершенно в хаотическом порядке. Я в детстве вязала такие круглые салфетки, делала прибавки без каких-либо узоров, без каких-либо красивых рюшечек, там листочков, лепесточков, а просто по кругу. И у меня получилось такое круглое полотно. Где-то оно шло волнами, где-то оно было ровное. Ну и примерно так я и научилась делать самые обычные столбики без накида. Здесь же я предлагаю вам и научиться вязать столбики без накида, научиться просто вязать и получить отличные изделия, которые можно будет использовать, которые можно будет носить. Крючок для этой пряжи я беру номер 5. Ну и давайте начнем. Итак, вязание любого круга, почти любого круга, начинается с магической петли. Кладу нить на ладонь, захватываю большим пальцем нить и поворачиваю нить либо вокруг пальцев, либо можно просто повернуть на ладони. Поворачиваю нить вокруг пальцев по часовой стрелке, вставляю крючок в петлю, подхватываю рабочую нить. Рабочая нить всегда идет от клубка. Делаю петельку и делаю воздушную петлю, самую обычную. Хвостик подтягиваю. Делаю в это кольцо еще 5 столбиков без накида. Вставляю крючок в кольцо, подхватываю рабочую нить. Причем рабочую нить я подхватываю снизу. Завожу крючок, подхватываю нить и вытаскиваю. Если подхватить рабочую нить сверху, то тогда получится скрещенный столбик без накида. Снова в кольцо, крючок снизу рабочей нити, подхватываю, вытаскиваю. Когда у меня на крючке 2 петли, я снова подхватываю рабочую нить и провязываю их вместе. Опять в кольцо, подхватываю рабочую нить, вытаскиваю и вместе. Еще 2 столбика нужно сделать. Теперь считаем косички. 1, 2, 3, 4, 5. И вот 6-я на крючке. Значит, мы сделали 6 столбиков. Затягиваем петлю, тяну просто за хвостик. Делаю рабочую петлю чуть побольше. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю. Ее очень хорошо видно. Вот она. С изнанки на лицо. Подхватываю вытянутую петлю, вывожу эту петлю на изнанку. И дальше накидываю петлю на свое изделие. Вот так. Нити поправляю. Петлю затягиваю в 2 движения. Получается вот такой первый ряд. Данный метод вязания без шва я называю узелковым, и он получается в результате закрытия петель первого ряда. Здесь образуется узелочек. Перехожу к вязанию второго ряда. Второй ряд будет вязаться по формуле 2 петли в каждую петлю предыдущего ряда. И начнем мы с воздушной петли. Здесь все не так хорошо видно, потому что первый ряд довольно-таки хорошо затянут. Так и должно быть. Поэтому во втором ряду чаще всего приходится ориентироваться на опыт, и второй ряд, он самый сложный.
я бы так сказала. Вставляю крючок в петлю после соединения. Вот сюда. Смотрите. И вот так она выходит с обратной стороны. Вот. С изнанки она выходит тоже между ножек. И с лица она заходит тоже между ножек. Хотя здесь, наверное, разобрать, куда она заходит, очень сложно. Но на других рядах это будет видно лучше. Подхватываю рабочую нить. И в данный момент у меня на крючке одна петля. Я ее провязываю. Такой элемент называется воздушная петля. И каждый ряд я начинаю с воздушной петли. Дальше вставляю крючок в эту же самую точку. Опять подхватываю рабочую нить, точно так же, как и в предыдущем ряду. И когда у меня на крючке 2 петли, я провязываю их вместе. И такой элемент называется столбик без накида. Перехожу к следующей точке. Так как в этой у меня уже 2 петли есть, то я иду к следующей. Опять вставляю крючок точно так же между ножек. Смотрите, чтобы с изнаночной стороны, вот он выходил, тоже между ножек, так же, как он и заходит с лицевой стороны. Подхватываю рабочую нить. Делаю столбик без накида. В эту же точку второй раз. Подхватываю опять рабочую нить. Делаю столбик без накида. Продолжаю так до конца ряда. Итого в этом ряду должно получиться 12 петель. Все столбики без накида я вяжу в раскол. Когда мы его вставляем между ножек, это и означает в раскол. Мне остается связать еще 4 петли. Первая приходится в предпоследнюю петлю от соединения. Вот так вот она должна выйти с изнаночной стороны. То есть здесь второй ножки не будет, потому что она ведет в соединение. Но выглядит это вот так. И вот так с лица. И последняя приходится в соединение. Это самая сложная точка в каждом ряду, потому что здесь все очень плотно, но нужно будет вывести крючок вот так с изнанки. Ну а с лица, как всегда, тоже между ножек, хотя я не думаю, что здесь что-то можно рассмотреть. Один и два. Пересчитываю горизонтальные косички, чтобы убедиться, что я нигде не накосячила в этом ряду. У меня их 11, и вот 12 на крючке, она будет соединение. Снова делаю петлю побольше, вставляю крючок в первую горизонтальную петлю, под первую горизонтальную петлю, подхватываю мою вот эту длинную петлю, вытаскиваю ее и накидываю на изделие. Затягиваем в одно движение, в два движения. И здесь тоже можно все подтянуть, чтобы было уже красиво. Второй ряд готов. Один из самых частых вопросов, которые я получаю, как распустить это вязание.
И вот здесь, наверное, я это покажу, хотя мне казалось это очевидно. Как распустить узел? Но нужно его просто развязать. Вот мы видим, вот идет рабочая нить, и она заходит вот в этот узел. Ослабляем рабочую нить. Вставляю вот сюда крючок и ослабляю ее. Затем я ослабляю петлю. И затем вставляю моток в эту петлю с правильной стороны, чтобы не перевить лишний раз нити. И все, и дальше можно спокойно уже распускать будет. Все. Все уже распускается. Третий ряд. Третий ряд будет вязаться по формуле 1 петля в одну точку, 2 петли в другую точку, 1 петля в одну точку, 2 петли в другую точку. Все петли вяжутся в раскол, и так повторяем 6 раз. Итого петель в этом ряду должно быть 18. Начинаем на шаг вперед от соединения. Вот оно, соединение. И вот шаг вперед. Вставляю крючок в раскол. Я думаю, вот на третьем ряду это хорошо видно. Вот петля имеет ножки, и вставляю в нее крючок с лицевой стороны. И вот петля имеет ножки с изнаночной стороны, и крючок выходит тоже между этих ножек. Подхватываю рабочую нить, и первую петлю, которую я делаю, это воздушная петля. Дальше снова вставляю крючок в следующую точку, подхватываю рабочую нить и делаю столбик без накида. Опять в следующую точку и снова делаю столбик без накида. Повторяю так 6 раз. 1 петля, две петли в одну точку. 2 петли в одну точку еще по-другому называется прибавка. То есть если я говорю прибавка, это значит 2 петли в одну точку. Также, если вы увидите на разных схемах и описаниях слово прибавка, ну или сокращение PR прибавка, то это тоже значит 2 петли в одну точку. Это не плюс 1 петля к последней петле, а именно 2 петли в одну точку. Ну, я так поняла, что так принято. И на англоязычных схемах, и на русскоязычных схемах 2 петли в одну точку обозначается словом 1 прибавка. Продолжаю так до конца ряда, а в конце сделаю соединение. Я почти дошла до соединения, у меня осталось связать предпоследнюю петлю и последнюю. И вот я хотела показать вам предпоследнюю петлю, да, у нее нет одной ножки, второй ножки у нее нет, точнее она уходит в бок сразу, поэтому крючок я вставляю с лица между ножек, а с изнанки вот так, ну тоже фактически получается между ножек вот одна и вот вторая ножка, уходящая в бок. Провязываю ее. И в последнюю точку в соединение делаю 2 петли. Здесь все очень плотно, соединение всегда самое сложное, и нужно тоже попасть вот сюда, между ножек. С лица-то это легко сделать, а вот с изнанки вот так. Подхватываю рабочую нить, делаю столбик без накида. Снова подхватываю, снова вставляю крючок, снова подхватываю рабочую нить и делаю второй столбик без накида в эту же точку. В конце ряда делаю соединение, вытаскиваю петлю побольше, вставляю крючок под первую горизонтальную петлю. Соединение одинаковое в конце каждого ряда. И затягиваю. Третий ряд готов. В каждом ряду в этом круге делается по 6 прибавок, по 6 равномерных прибавок. То есть вам нужно просто ориентироваться. Вы сделали 6 прибавок, между ними одинаковое количество одинарных петель, значит у вас все правильно. Итак, следующий ряд 4, и число петель в нем должно быть равно 24. И 4 ряд будет вязаться по формуле 2 одинарных петли и прибавка. Опять 2 одинарных петли и прибавка. Прибавка придется в одинарную петлю предыдущего ряда. Итого петель будет 24. Повторяем это 6 раз.
делаю первую воздушную петлю, как всегда на шаг вперед от соединения. Делаю вторую воздушную петлю. Ой, столбик без накида уже делаю вторым движением, конечно же. Столбик без накида в раскол. В следующую точку она была одинарной в предыдущем ряду это была одинарная петля. И в нее мы делаем прибавку, то есть 2 петли в одну точку. Таким образом, вот он наш раппорт. Раппорт — это та часть узора, которая повторяется. Он состоит из 4 петель. Повторяем его 6 раз. Соответственно, получаем 24 петли в этом ряду. В конце ряда я рекомендую всегда пересчитывать количество петель. Вяжу так до конца ряда. 2 одинарных петли по одной в каждую точку. И дальше 2 петли в одну точку. Вяжем так до конца ряда, а в конце ряда делаем бесшовное соединение. Итак, у меня готово 4 ряда. Соединение сделано, я перехожу к вязанию 5 ряда. В 5 ряду я буду делать прибавки перед прибавкой предыдущего ряда. То есть вот у меня идет двойная петля. Соответственно, перед этой петлей я делаю прибавку. Вот сюда. То же самое, вот опять двойная петля. И, соответственно, перед ней я делаю прибавку. Вот сюда. Эти места можно отметить маркерами, если вдруг они у вас есть, и вы плохо ориентируетесь еще в вязании. Вот отмечаю маркерами. Получается 6 точек, 6 прибавок, которые мы должны сделать в каждом ряду. Ну, если сейчас отвлечься от маркеров, то я могу вам сказать, что раппорт в этом узоре будет равен прибавка, то есть 2 петли в одну точку, и дальше 3 одиночных петли. Опять прибавка, 3 одиночных петли. И так повторяется 6 раз. Соответственно, петель в этом ряду должно быть 30. Хотя с маркерами будет не очень удобно вязать именно в раскол, они будут мешаться. Делаю первую воздушную петлю, и в эту же точку я делаю первый столбик без накида. Тем самым у меня получается прибавка. Дальше делаю 3 одиночных петли. Раз. Два. Ну и дальше повторяю это снова, еще 5 раз. Один раз мы уже сделали. Прибавка, 3 одиночных петли, прибавка, 3 одиночных петли, прибавка, 3 одиночных петли, прибавка, 3 одиночных петли, прибавка, 3 одиночных петли. И здесь заканчиваю соединением этот ряд. Делаю последнюю петлю в этом ряду. Вот хорошо видно, это петля, в которую пришлось соединение предыдущего ряда. Она состоит из 2 ножек. Вставляю крючок между этих ножек и смотрю, чтобы с изнанки тоже вышло между 2 ножек. Вот одна ножка, а вот вторая ножка. Вот она вот сюда спряталась. Вот она. Подхватываю рабочую нить, делаю столбик и дальше делаю уже традиционное соединение. Завязываю соединение в 2 движения. Периодично у вас еще будет скручиваться вот так вот нить. И самое простое, что я придумала, это ее брать и раскручивать. Вот так. Ничего лучше я придумать не смогла. Ну и переходим к вязанию следующего ряда. Следующий ряд 6. Снова можно сделать разметку маркерами. Точно так же делаем разметку маркерами, находим двойные петли предыдущего ряда и перед ними ставим маркеры. Вот сюда, перед ней. И в петлю перед ними ставим маркер. Вот сюда. Так. Вот сюда, соответственно, сюда. Вот такая красота должна получиться. И петлю, которую мы отметили маркером, вот она. Вот она. Мы будем делать удвоение.
А во все остальные петли мы будем вязать одиночные петли. И таким образом раппорт этого ряда будет состоять из 4 одиночных петель и петли с прибавкой. И повторяется он, соответственно, 6 раз. И число петель будет равно 36. Но начну я этот раппорт не из 4 одиночных петель, а с 3 одиночных петель. Снова вставляю крючок в петлю, следующую после соединения. Делаю воздушную петлю. Перехожу к следующей петле. Точно так же в раскол. Делаю столбик без накида. И в следующую петлю снова делаю столбик без накида. В петлю, отмеченную маркером, я делаю 2 столбика без накида, то есть прибавку. С маркером это не очень удобно делать, именно петли в раскол. Другие петли проще делать. Ну, пускай будет вот так. А в следующую петлю делаю одиночный столбик без накида. И таким образом я получаю раппорт этого ряда: 3 одиночных петли, петля с прибавкой, снова одиночная петля. Повторяю так до конца ряда, а в конце ряда делаю бесшовное соединение. 6-й ряд готов, и в 6-м ряду должно быть 36 петель, и мы переходим к вязанию 7-го ряда. Я не буду его уже размечать, поэтому просто смотрите, здесь точно так же мы будем делать прибавку перед удвоенной петлей предыдущего ряда, то есть вот эти петли, их точно так же, как и во всех предыдущих рядах, будет 6. И между двойными петлями 7-го ряда должно быть 5 петель одинарных. Итого это получается в этом ряду должно быть 42 петли. Начнем же этот ряд опять на шаг вперед от соединения, то есть вот сюда. Делаю воздушную петлю. Дальше у меня получается идет двойная петля, то есть прибавка. 2 петли в одну точку. И так как у меня должно быть 5 одиночных петель между двойными, одну я уже сделала, мне нужно сделать еще 4 в этом раппорте. Вот он получается первый раппорт. 1 одиночная петля, прибавка, 4 одиночных петли. Продолжаем снова. 1 одиночная петля, прибавка, 4 одиночных петли. Ну и так до конца ряда. 1 одиночная петля, прибавка, 4 одиночных петли. 6 раз до конца ряда. В любом случае, после того, как вы сделаете соединение в этом ряду, между прибавками у вас должно просто быть 5 одинарных петель. Вот смотрите, прибавка и 1, 2, 3, 4, 5. Хотя мы вязали сначала 1 одинарную, потом прибавку, потом 4 одинарных. Мы просто сделали небольшое смещение этого раппорта для того, чтобы нам делать прибавку в той точке, которая нужна. Ну и продолжаю вязать дальше. Следующий ряд будет 8-й. И 8-й ряд будет вязаться по схеме 6 одинарных петель и прибавка. Начинаю, как всегда, в петлю, следующую после соединения. Вот она, петля от соединения. В следующую вставляю крючок в раскол, делаю воздушную петлю, которая является первым столбиком в этом ряду. В следующую петлю снова делаю столбик без накида в раскол. Еще 4 мне нужно сделать. 3, 4, 5, 6.
И дальше петля с прибавкой. Точнее, просто прибавка. 2 петли в одну точку. Повторяем это 6 раз, и у нас должно получиться 48 петель в конце ряда. В конце ряда делаю снова бесшовное соединение. 9 ряд. В 9 ряду делаем соединение по формуле 7 петель между прибавками, 7 одинарных петель между прибавками. Начинать будем с 4 одинарных петель. Снова вставляю крючок на шаг вперед после соединения в раскол, подхватываю рабочую нить, делаю воздушную петлю. В следующую точку делаю столбик без накида. 4 одинарных петли, прибавка, 3 одинарных петли. Это и будет наш раппорт в 9 ряду. Четыре одинарных петли, прибавка, 3 одинарных петли, ну и дальше опять 4 одинарных петли, прибавка, 3 одинарных петли. Ну, таким образом, 4 плюс 3 это получается 7, то есть между прибавками мы делаем 7 петель. Повторяем так 6 раз до конца ряда. В конце ряда делаем бесшовное соединение, и число петель в этом ряду должно быть равно 54. 10 ряд. 10 ряд будет вязаться по схеме 8 одинарных петель и 1 двойная. И повторяем это 6 раз. Смотрите, прибавку не обязательно делать строго перед прибавкой предыдущего ряда. Можно сделать ее на одну петлю. Можно сделать ее в середине вот этой последовательности одиночных петель. Вот здесь, например. Поэтому этот ряд я так и начну делать. 8 одинарных петель и прибавка. Начинаю, как всегда, в петлю следующую после соединения. Вот оно соединение, вот следующая петля. Крючок вставляю в раскол, подхватываю рабочую нить, делаю воздушную петлю, которая играет роль первого столбика без накида. Делаю еще 7 одиночных петель в раскол, опять в раскол, 3 петли готово, еще 4, пятая, 6-я, 7-я и 8-я. Дальше будет петля с прибавкой. 2 петли в одну точку. То есть, видите, прибавка этого ряда у меня придется вот в эту петлю. Прибавка предыдущего ряда была вот здесь. Главное, чтобы они не совпали. Главное не сделать прибавку в одну из этих 2 петель. Тогда у вас начнет получаться шестиугольник. Раз, 2. И повторяем снова эту последовательность. 8 одинарных петель, прибавка. Вяжу так до конца ряда. В конце ряда опять делаю бесшовное соединение. И количество петель в этом ряду, если вы их пересчитаете по завершению ряда, должно быть равно 60. 10 ряд готов, и я перехожу к вязанию 11 ряда. 11 ряд будет вязаться по формуле 9 одинарных петель и петля с прибавкой. Итак, повторяем 6 раз. Прибавку на этот раз я буду делать вот в эту точку. Соответственно, начну ряд с 3 одинарных петель, затем прибавка и затем 6 одинарных петель. Именно такой и будет мой раппорт. 3 одинарных петли, прибавка, 6 одинарных петель. Вставляю крючок в петлю, следующую за соединением, делаю первую воздушную петлю подъема. Она у меня играет роль первого столбика без накида. Дальше делаю еще 2 столбика без накида в раскол.
затем прибавка, и затем еще 6 столбиков без накида в раскол. По одному в каждую точку. Раз, два, три, 4, 5, 6. И снова повторяю эту последовательность. 3 одинарных петли, прибавка, 6 одинарных петель. И так до конца ряда. В конце ряда делаю бесшовное соединение, и количество петель в этом ряду должно быть равно 66. 11 ряд готов. Перехожу к вязанию 12 ряда, и все точно так же. Начинаю в петлю, следующую за соединением, вот сюда. Начинаю с воздушной петли. 12 ряд будет состоять из 10 одиночных петель и прибавка. И так повторяем 6 раз. Начинаем с воздушной петли. Крючок в следующую петлю после соединительной, подхватываю, вытаскиваю, провязываю. Делаю первую воздушную петлю, еще 9 столбиков без накида в раскол по одному в каждую точку. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше идет прибавка, 2 петли в одну точку. И повторяется это снова 6 раз. 10 петель по одному столбику без накида в раскол, прибавка, опять 10 петель, прибавка. И так до конца ряда, и количество петель в этом ряду должно быть равно 72. И 12 ряд в этом круге будет последний. Его я соединяю бесшовно с помощью протяжки. Вытаскиваю всю нить через последнюю петлю. Вставляю крючок с изнанки на лицо под первую горизонтальную петлю, подхватываю рабочую нить, делаю петлю и затем завожу крючок под перемычку и в последнюю петлю. Снова подхватываю вот эту свою рабочую петлю и вывожу ее еще раз. И уже вытаскиваю всю нить целиком. Таким образом край у нас закроется ровно в косичку. И никакое соединение не будет видно. В данный момент я протаскиваю сразу через несколько нитей. И если бы я вязала из трикотажной пряжи, мне пришлось бы это делать, наверное, шага в 2. Синтетический шнур, он не подвержен таким деформациям, как трикотажная пряжа, и в то же время обладает ее преимуществом, которое очень нравится новичкам. Это большие крупные петли, которые можно вязать большим крючком и, соответственно, получить результат довольно быстро. И при этом он не обладает недостатком трикотажной пряжи. Это деформируемость, это ее вытягиваемость. Поэтому, если вы хотите попробовать свои силы в вязании первый раз, то вот такой шнур – отличная находка для этого. Нить я вытащила, и фактически одна деталь готова, круг, точнее, боковушка одна готова. Нужно еще обвязать ее соединительными столбиками, соединительными петлями по кругу, для того, чтобы край был более плотный, более красивый, более аккуратный. Вот смотрите, вот отсюда у меня выходит нить. Соответственно, вставляю крючок под обе дужки, косички горизонтальные, подхватываю рабочую нить, делаю одну петлю. Вставляю крючок в следующую косичку, опять под обе дужки, делаю вторую петлю. Одну петлю провязываю через другую.
Такая петля называется соединительная петля. Следующую и петлю через другую. Делаю по одной соединительной петле в каждую косичку предыдущего ряда. А в конце ряда снова сделаю бесшовное соединение с помощью протяжки. Итого соединительных петель в этом ряду будет тоже 72. Я подошла к концу ряда из соединительных петель. Мне остается сделать еще одну петлю. И завершать этот ряд мы тоже будем через протяжку. Будем соединять эти петли красиво в косичку через протяжку. Вытаскивая снова всю нить через последнюю петлю. Вставляю крючок под обе дужки первой петли. Вот так. Подхватываю рабочую нить, сделаю петельку. И теперь с изнаночной стороны завожу крючок вот сюда. И в последнюю петлю, которую, видите, из нее одна нить выходит, и теперь нужно, чтобы образовалась петля, нужно, чтобы нить в нее же и зашла. То есть нам нужно именно так и завести крючок, повторяя как бы движение нити. Ну, подхватываю петлю и вытаскиваю снова всю свою нить через изделие. Все, на этом ряд из соединительных петель готов. Вот так бесшовно он соединился. Давайте сначала замерим получившийся круг. Диаметр этого круга будет диаметром нашей сумочки. Ну, примерно 21 сантиметр. Смотрите, дальше я перехожу на вязание как бы к сумке в глубину уже. То есть это будет ее, например, лицевая часть, фронтальная, а дальше будет глубина сумки. И количество рядов, которые вы сделаете в этой половинке, будет задавать ее глубину. У меня будет 4 ряда. В раскол, скажу сразу, можно сделать меньше, можно сделать больше, если вам нужна сумка еще глубже. Я решила вязать на всю оставшуюся свою нить, чтобы у меня не осталось никаких хвостиков, поэтому вот 4 ряда для моей сумки подойдет идеально. Вставляю крючок в косичку. Вот у меня есть 2 косички. В верхнюю я вставляю в одну половинку и хватаю крючком перемычку. Здесь проходят 2 перемычки. Хватать 2 перемычки не нужно, и нет такой необходимости. Хватаю только одну. Вытаскиваю рабочую нить, делаю первую петлю. Это воздушная петля. Она играет роль первого столбика без накида. Опять в косичку, перемычку. Вот так. Так будет крепче. Делаю столбик без накида. Опять в косичку, в перемычку. Делаю столбик без накида. Делаю по одному столбику без накида в косичку, в перемычку, в каждую петлю предыдущего ряда. До конца ряда. В конце ряда делаю бесшовное соединение. Ну и, соответственно, петель в этом ряду, так как мы вяжем без прибавок и без убавок, должно быть тоже 72 петли. Я рекомендую пересчитывать петли в конце каждого ряда, чтобы убедиться в том, что вы все связали правильно. Ну и так до конца ряда. Первый ряд готов, и все остальные ряды я вяжу в раскол по одной петле в каждую петлю предыдущего ряда. Без прибавок, без убавок, точно так же, как мы вязали вот этот кругляш. Вставляю крючок в петлю следующую за соединением. Вот соединение, вот следующая петля. В раскол. Подхватываю рабочую нитку. Делаю воздушную петлю. Она играет роль первого столбика без накида. В следующую петлю опять в раскол. Делаю столбик без накида. И вяжу так 3 ряда. В конце каждого ряда не забываю сделать бесшовное соединение. Четыре ряда я провязала для боковушки. Вытаскиваю снова нить.
Снова завожу крючок с изнанки на лицо под первую горизонтальную петлю, вот так. Подхватываю рабочую нить, вывожу ее. И с изнаночной стороны точно так же в последнюю петлю сначала в перемычку, а затем в саму петлю. Вот так. Снова подхватываю уже петлю рабочую, вывожу ее и вытягиваю оставшуюся нить. Ну, точно так же, как и мы соединялись бесшовно, когда заканчивали вязать круг. Подтягиваю и еще прокладываю ряд из соединительных петель, все точно так же. В каждую петлю по одной соединительной петле. До конца ряда, а в конце ряда опять делаю бесшовное соединение с помощью протяжки. Закончила я этот ряд из соединительных петель, делаю соединение с помощью протяжки. Крючок вставляю под первую петельку, подхватываю рабочую нить, вывожу ее и затем вставляю крючок туда, откуда нить выходит, с изнанки. Вот так. И еще не забываю про последнюю петлю. Подхватываю и вывожу нить. Таких деталей мне нужно 2. И смотрите, вот моя вторая деталь, она связана из точно такого же мотка пряжи. И от первой детали у меня осталось 20 сантиметров. Я планировала этой ниткой сшивать. От второй детали у меня остался примерно, наверное, 1,5 метра, может быть. То есть вы можете не обязательно следовать петля в петлю за мной. Скорее всего, вам не хватит на 4 ряда пряжи, потому что я вяжу еще очень плотно. А если вы только начинаете вязать, то, скорее всего, ваше вязание будет не таким плотным. Поэтому сделайте вот здесь 3 ряда, иначе вам просто не хватит нити. Дальше мне будет нужна иголка с широким ушком для того, чтобы сшивать эти 2 детали. Так. Вставляю в иголку нить, которая у меня еще осталась. Кладу вот так друг к другу 2 половинки. Так, сейчас найдем начало. Вот оно. Смотрите, вставляю иголку под 2 косички, которые идут сверху вязания. Не которые идут поперек, их я не трогаю, те, которые сверху. Вытаскиваю, подтягиваю. Возвращаю иголку в следующую косичку. Вытаскиваю и затягиваю. Затягивать нужно так, чтобы нить спряталась в косичках и была незаметна. Вот так. Теперь возвращаю иголку в ту половинку, которая ближе ко мне. Опять под 2 косички, под 2 дужки одной косички, под 2 полупетли. Так, затягиваю. В следующую. Снова все подтягиваю. Теперь здесь даже видно вот нить, которая выходит из косички. Я вставляю в ту косичку, из которой эта нить выходит. То есть не в следующую, а в ту же, в которой мы делали предыдущий шаг. Подтягиваю все еще ту же. Затем перехожу к следующей косичке. И вот здесь я вставляю в следующую, а на той половинке, которая ближе ко мне, в ту, в которую мы выводили иголку в предыдущем, на предыдущем шаге. Вытаскиваю
И затягиваю. Таким образом, вот эти две краевые косички, они прижимаются друг к другу, и шов становится незаметный. Такой шов называется трикотажный шов по закрытым петлям. Опять на этой половинке в следующую, а на половинке, которые дальше от меня, в ту петлю, в которую на предыдущем шаге выводили. Видите? Ну и так далее, пока вам не будет достаточно. То есть нужно прошить по периметру, ну и оставить какое-то отверстие, примерно 20, наверное, сантиметров. Шов я доделала, вот так он смотрится. Две косички просто прижались друг к другу, и никаких стежков. Стежки все остались вот здесь, внутри. Подцепила пока просто ручку цепь, ну, для того, чтобы примерить, как смотрится эта сумочка. Вот здесь я не прошила 30 косичек с одной половинки, 30 косичек с другой. Я их пересчитала. Давайте измерим эту сумку. Кругляш мы уже измеряли, он был 21 сантиметр. И боковушка примерно 8-8,5. Вот такая сумка получилась у меня. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, что вам понравилась и эта сумка, что вы для себя получили какую-то полезную информацию. Если это так, не забудьте поставить большой палец вверх этому видео, подписывайтесь на канал. Также проверяйте, нажат ли у вас колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих видео. Пока-пока.